ребят, всем привет! Василина в Батуми приветствует вас. В общем, сегодня 31 градус, 10 часов утра. Я вышла только из дома, мои еще спят. И направляюсь я на массаж. Я, наверное, уже всех массажистов обошла в городе Батуми. Знакомлюсь постоянно с новыми. Очень меня интересуют техники по телу разные, потому что я занялась своим здоровьем, как вы уже знаете. Через свой пример хочу заняться здоровьем Вахтанга. Вот он уже начинает присматриваться. Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья, вести нездоровый. Я уже за месяц скинула 4 килограмма. Мне очень это нравится. И я хочу вам сейчас рассказать, вообще хочу просто с вами поболтать, наверное. Буду снимать улицу и разговаривать. Просто показать вам, что у нас тут происходит, пока иду на массаж. Вот смотрите, третья башня Орби у нас тут за забором. Внезапно возникла. За 3 года они ее отстроили. Я приехала, еще башни не было. Третий. И вот сейчас они уже фундамент 4-й делают. Ну, сделали уже, возводят. Здесь вот у нас вот так вот все. Солнечно, ярко. Аллея героев продолжает реконструироваться. В общем, ребят, поболтаем, да? И так по улице пройдемся. Комнатные апартаменты. На 4 персоны. Диван раскладывается. Здесь двухспальная кровать. Такой шкаф небольшой. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Посмотрите, с высоты птичьего полета вы будете наблюдать с балкона этих замечательных апартаментов вид на море с левой стороны. Заснеженные горы Аджарии. С правой стороны красивый наш стадион в Батуми. Большой холодильник. Вся необходимая посуда, микроволновка и вот такой санузел. Есть полотенцесушитель. Не во всех номерах, тоже в Орби есть полотенцесушители. И, конечно, хочу вам рассказать о сейчас своем проводнике. Тоже, кстати, моя подписчица из Ютуба, Светлана. Кстати, без фильтра. Ее не остановить. Процесс необратим. Это просто вообще какое-то чудо. У меня был настолько такой эмоциональный шок, когда вот я хотела вам это все передать в этот же день, когда я узнала такие интересные подробности. Все по порядку, у меня такие сбившиеся мысли иду, потому что еще отдышка, я должна успеть. Не люблю опаздывать, девочки меня пригласили на 10:30. Вот мне надо, я посмотрела, что 18 минут идти. И думаю, ну пока иду, еще наговорю. Не так как тороплюсь, чуть-чуть сбившееся дыхание, уж простите меня. Еще и хочу вам атмосферу вот эту все заснять. Утреннюю, утреннюю, батумскую. В общем, кто-то хлебушек кинул, хорошо, что не на голову мне. Булку этим. Вот, что-то грызет. В общем, ребята, у меня подписчица, с которой мы переписывались уже, ну, больше года. Света, привет, я знаю, что ты каждый ролик смотришь. В общем, мы переписывались, у меня таких много сейчас онлайн-друзей, да, я в каком-то ролике уже говорила, с которыми я веду уже достаточно долго переписку, и которые хотят приехать в Батуми или там в Грузию. Мы создали гайд. Этот гайд о иммиграции, о отдыхе и жизни в Батуми. Так как мы локально находимся здесь, в Грузии, но мы в этом гайде расписали очень все подробно. Это 70 страниц PDF-файлов, где собрана вся информация по иммиграции и отдыхе в 2022 году. Подсказать что-то, женщина? Нужна подсказка? Им интересен мой контент, и уже вписались давно, и просто как бы поддерживаем вот такие отношения, да, через WhatsApp. И тут, когда я приняла решение, да, что мне нужно, что я хочу операцию сделать, что перед операцией, да,
кто еще не знает, я хочу сделать пластическую операцию. И я решила построить, то есть заняться своим питанием. Вот. Ну и так как вот мы ездили, вы знаете уже, да, с Вахтангом на обследование, сердце обследовали ему. Вот. И то, что мы набрали в весе оба, причем за наше это совместное проживание. Вот. Мы стали набирать в весе. В Грузии это не сложно сделать, набрать вес. Видите, с утра уже ждут, сидят эти повара, официанты своих посетителей. Кафешки начинают работать с 10, с 11. В общем, и как только я приняла решение, что мне надо все, заняться уже питанием, тем более перед операцией мне лучше скинуть вес. Я планирую наверное, ноябре, в конце ноября, может быть, в начале. Посмотрю, как еще получится у меня с доктором. Я езжу на консультации в Турцию. Вот, ну, еще собираюсь в Тбилиси поехать. Мне посоветовали еще врача. Я давно уже про него знаю, да, съездить тоже на консультацию. В общем, и вам обязательно все про это рассказать. И, в общем, я вспомнила про Свету, потому что Света моя подписчица, да, которая очень, как бы, так трепетно относится ко мне. И я решила ей написать и сказать: Света, я знаю, что она ведет страничку, что она тренер, фитнес-тренер, но я как бы так подробно про ее жизнь не знала. Я знала, что это девушка красивая, с которой я веду переписку, да, и, в общем, что она занимается фитнесом в Санкт-Петербурге. Есть клиенты, и она их тренирует и ведет. Я ей решила написать сама. Я говорю: Света, мне нужна помощь. Я говорю, мне нужен проводник, который поможет мне организовать мои привычки по питанию, скорректировать, да, их правильно. В общем, Света говорит: конечно, Василина, в чем вопрос? Если ты уже созрела, давай. И мы начали с ней, вот чуть больше месяца, да, она меня ведет, ребят, очень хорошие результаты. Все мне раньше говорили: Василина, ты такая полная на камере, а когда тебя встречаешь, что не видно, что ты. Я сейчас вешу, вот я взвешивалась 59 килограмм, 59 450, 59,5, да, килограмм. Вот, камера, она очень увеличивает. Ну, еще у меня как бы лицо всегда такое, как бы, пухленькое было. И всегда на камере кажется, что я буквально чуть ли не 80 килограмм весом. Ну, на самом деле, кто меня вот так люди вживую встречают. Вот. Кстати, постоянно иду, когда по улице, вот так вот по-людной. Все время люди здороваются, уже узнают. Все время здороваются, говорят: Василина, мы ваши подписчики. Ну, мне это как бы прикольно. Я не стесняюсь этого, здороваюсь с людьми, поэтому все нормально, ребят. Вот, и, в общем, на чем мы там остановились. Света корректировала сразу, да, сказала мне, что принимать в пищу, как бы, что исключить срочно из рациона. Мы перешли на кето-диету. Я вообще ничего не знала про... Я никогда не сидела ни на каких кето-диетах, ела всегда сколько хотела, во сколько хотела и как бы не парилась. И думала, что меня это никогда не коснется, прибавка в весе. Но так как возраст, да, в этом году 45, я не стесняюсь, да, говорить о возрасте. Женщина, которая не стесняется говорить о своем возрасте, да, очень, очень уверена в себе. К 40 годам я поняла одно, что если женщина не скрывает свой возраст, значит, эта сука очень довольна собой. Нам пофиг на Ну вот, конечно же, я прошла поворот, пока с вами заболталась. В общем, Света вела меня, и тут она уезжает из Санкт-Петербурга. Она мечтает, кстати, почему мы с ней начали общаться, она мечтает о Батуми. И она уезжает, так получается, что она уезжает в Дубай. И также мы продолжаем с ней дальше общаться. Ну, я не узнаю подробности, да, ее там путешествие в Дубай. Вот. И тут просто мы с ней в общении, оказывает мой тренер, с которым я общаюсь, да, уже столько времени, чемпион мира. Ребят, вы можете себе представить? Вот я сейчас спокойно говорю, когда я это узнала, я хочу с вами поделиться, меня распирает просто вообще во все стороны.
Во-первых, у меня есть результаты, очень хорошие результаты. Просто видела, насколько у меня вот это вот все сдувается, и насколько у меня прорисовывается уже ну просто это такой кайф. Но самое главное, что меня распирает, вы не можете даже этого представить. Месяц меня ведет человек. Когда я решила взяться за себя и уже думаю, ну, Василий, ну хватит жрать, я вспомнила, что есть Света, которая где-то в Санкт-Петербурге занимается фитнесом. Ну, я там видела, что она там кого-то тренирует, что она там где-то участвует в каких-то чемпионатах. Но я понятия не имела, а сегодня я просто ставлю вас в известность. Меня тренирует чемпион мира, понимаете? Чемпионат Европы человек выиграл, 1 место занял. Гонки на выживание. Это просто 8 каких-то там самых жестоких гонок планеты. Она бежала, я не знаю, там с какими-то спецназом в Финляндии или с кем-то там, с финнами она бежала, с мужиками, понимаете? Это хрупкая женщина, я не буду говорить, и сколько ей лет. Ну, это просто вообще потрясающе. Это вот такие люди, я не знаю, и она просто молчит. Я говорю, так, быстро открывай свой Инстаграм. Вот я ей сказала, чтобы она открыла свой Инстаграм, поэтому все пошли и подписались на нее. Вот, но у нее дорогие тренировки, сейчас она уже в Дубае, и я говорю, Грузия подождет, так же, как меня будет ждать Испания. У меня просто я прибежала домой, я просто там кричала, прыгала, я не знаю, я просто вахтангу говорила, вахтанг. И у меня сейчас нету вообще выхода другого, у меня нету даже шанса съехать как бы с этой темы, привести свое тело как бы в физически хороший вид и вообще в здоровый, потому что у меня тренер чемпион мира, у меня тренер входит в 100 сильнейших атлетов мира. Это хрупкая женщина, которой тоже к 45 лет. Она, кстати, пишет об этом, о своем возрасте. У себя на страничке у нее тоже как бы не стесняется человек, потому что, не знаю, там гордиться надо, не стесняться там. Вы понимаете, красота тела, здоровье, это обязательно. Поэтому у меня совершенно другой подход к питанию. Я абсолютно не стесняюсь показывать свои уже 46-й год, мне свое тело. И не потому, что я хочу попой подкрутить, что-то показать, а, так скажем, извините за громкое такое выражение, хочется... Это Василина меня заставила, веди Инстаграм. Дочь моя и Василина. Хочется людям показывать, что можно и в достаточно уже взрослом возрасте быть в нормальном теле, без диет, есть когда хочется. Вы знаете, вот просто тут многие девочки, которые знают Василину, я ее прям заставляю есть больше. Вот спросите у нее, я с ней борюсь, я заставляю все-таки поменьше делать движений, которые отправляю, что, мол, не надо так много. Потому что, чтобы нам не перейти грань этого насилие, чтобы усилие не превратилось в насилие. Вообще там, конечно, там, когда подписываешь расписку, что за свой труп там претензий там, да, никто не имеет, там даже родственники, вот, ну так, немножечко не по себе, ты же на выживании, там же и через электрические провода, и газовую камеру проползаешь, такая тема, и через огонь перепрыгиваешь, и потом, господи, в ледяной воде плывешь, а бывают такие чаны со льдом прямо там. Вот. В итоге я пробежала, там 34 градуса, и не запретили пить, прикинь, а гонка, это же длится, она не 40 минут, она долго длится, но гигантское расстояние, там, да, вверх, вниз, там испытания все. И если ты хоть одно не выполнил, то это сразу фицировать, сразу просто. Где-то что-то не выполнил, дисквал. Вот, помогать нельзя. И прикинь, воду не давали под подозрением, что там будет допинг. Ну, русский тогда пошел скандал по допингу, 34 градуса. Я ждала на финише. На вперед пробежала там. Мальчики, девочки, все одинаковое испытание. Сильно, да, вообще такое. Вот, так вот. А потом выясняется, что, блядь, там такая травма была башки пацана. Я когда, знаешь, там еще получается, поднимаешься наверх, там такое испытание, трубы. Вот, казалось, там ставишь ногу, а они еще вокруг своей оси полностью прокручиваются. Я помню, поднимаюсь, руки обжигаешь по этим трубам, там, да, вот, они раскаленные на солнце в полдень, а подо мной асфальт, а высота где-то 3, точно 4-этажный дом. Я поднимаюсь, думаю, так, как бы не ёбнуться, даже там просто в мясо, ты просто вот будешь трупом. Вот, и тогда еще, когда начался сезон, помню, у нас уже было письмо, вот от главного врача клиники вот, спортивной медицины, потому что уже тогда за весну вот мы бежали, один труп, другой труп, мол, там, товарищ атлеты, пожалуйста, там, да, вот, прекратите, вот, и тоже вот как раз-таки тогда был месяц мая, вот мы бежали, и едет скорая, и в РУПЛ, мол, там, не помню, как там, в общем, граждане-атлеты, значит, при первых признаках недомогания сходите с дистанции, я думаю, то есть я вот это все сюда ехал, да я с принципа не сойду, но у меня были такие, что меня скорая откачивала, а так, да, у меня очень много, очень, само название гонка гладиаторов, вот, в итоге, значит, я выхожу на старт, Василин, и я понимаю, что я бегу с солдатами армии
Финляндия. Это просто, ну вот спецназ. Это же гонки на выживание. А я такая девочка, а мне уже обратно было нельзя. Ну все. И, короче говоря, понимаешь, наравне со спецназом финским бежать. Это было просто бомба. Я бегу и смеюсь от самой себя, как я в такую влипла. Вот так. Все, я тебя слушаю. Вот, и напишу с арабского номера. Я тебя обнимаю, девочка моя. Пожалуйста, никаких занятий, умоляю тебя. Нам надо этот период пережить, хорошо? Пожалуйста, просто плавай. Если есть возможность, просто плавай. Услышь меня, у нас уже прекрасные результаты. Ну, чемпион мира, ну что тут скажешь? Вот да, я с тобой познакомилась, мы переписывались. Вот, допустим, я ничего про тебя не знаю, да, ты там про меня что-то знаешь, ты там что-то смотрела, как бы видела, да, там, как я себя веду на экране, что-то там я говорю, да, что-то рассказываю, и ты как бы меня уже чуть-чуть знаешь. Я ничего про тебя не знаю, да, как получается всегда. Кто мне пишет и кто меня на улице встречает, такое ощущение, что я им как родственница уже, а я от них как бы немножко так, знаешь, шарахаюсь, потому что я ничего про людей не знаю, это понятно, да? Вот. И тут просто вот ты начинаешь мне потихонечку открываться, да, не сразу, там, ты где-то что-то там мне показал, как бы, да, проникаюсь. А сегодня опять ты открытие, понимаешь? Ты для меня открытие. Я думала, ты просто как бы хороший тренер, да, у тебя есть, ты там в Санкт-Петербурге работаешь, занимаешься, у тебя есть клиенты, вот, ты как бы ведешь их, тренируешь, ты молодец. Но, понимаешь, ну надо это говорить всегда, это надо всегда говорить, понимаешь? С кем бы ты ни знакомилась, вот сразу же руку подаешь, сразу только здравствуй, сразу же говорит, я чемпион мира, понимаешь? Вот так ты должна сейчас себя вести, я тебе запрещаю по-другому знакомиться. Это очень круто, это вообще меняет представление, вот так же, как, допустим, мне когда-то сказал мой преподаватель, когда я проходила школу личного бренда, да, мне сказали, Василин, понимаешь, ты написала книгу, может быть, для кого-то это вообще ничто, но для тебя это прям вот, ну, это твоя визитная карточка сейчас, это твоя, во-первых, история, это ты рассказала про себя, там, про девушку, которая путешествует по мирам, понимаешь, решила прожить эту жизнь в этом воплощении, ты нафантазировала себе эту жизнь. Ты ее прописала, и ты сейчас как бы можешь следующую серию своей жизни переворачивать страницу и писать дальше. Ты описывать можешь на 100 лет вперед свое будущее, как ты хочешь выглядеть. Я же описала, как я хочу себя выглядеть в 70 лет. Я хочу быть стройной, подтянутой. Я не хочу так, я хочу жить в Грузии, да, пока, но я хочу быть в форме, я хочу в 60 быть просто жопа как орех. У меня же есть такая в голове, было такие мысли, почему я так себя как бы распустила. Потому что мне надо было тебя, наверное, дождаться, понимаешь, чтобы ты в моей жизни сыграла какую-то определенную роль. Вот. Еще, конечно, проверим. Ты меня захвалила, не стесняюсь. Не надо стесняться. Подписывайтесь на канал, шерьте, не забывайте ставить лайки. Шерьте обязательно.